24 июля 1947 года пароход «Дальстрой» стоял у причала на мысе Астафьево, выполняя загрузку различных товаров на борт. Главным грузом была взрывчатка для северных предприятий по добыче золота и серебра. В трюмах находилось 917 тонн взрывчатки, 113 тонн сахара, 125 тонн различных промтоваров, 600 тонн зерна и 392 тонны металла. Пароход «Дальстрой» входил во флот организации «Дальнострой», которая занималась перевозкой различных грузов, в том числе взрывоопасных, на Колыму предприятиям золотодобывающей промышленности. Пароход недавно прибыл из Канады, где был на капитальном ремонте. Он стоял несколько дней во Владивостоке, команда побывала дома, и все были в хорошем настроении. Несколько моряков в этот день приехали утренним поездом. Приехал и старший помощник капитана Павел Куянцев, сразу же приступивший к своим обязанностям. Осмотр палубы удовлетворил его. Он поговорил с боцманом о работах и стал осматривать трюмы. Первый был уже загружен аммоналом. Загрузка взрывчатки осуществлялась в нарушении всех правил, насыпью как соль, а наверх ставили ящики с различным грузом. Во второй трюм грузили тротил в резиновых мешках. Груз для судна был обычным. Пожарные шланги были вытянуты на палубе, из них сочилась вода. В случае необходимости напор увеличивался в течение нескольких секунд. Но Старпом чувствовал тревогу. Закончив обход, Павел поднялся в каюту капитана Всеволода Банковича, чтобы сообщить ему о своем прибытии. Куянцев спросил у капитана, почему аммонал грузили насыпью, на что тот ответил: «Я протестовал, но ничего не вышло. Приказ из Магадана от самого начальства». Вдвоем капитан и Старпом отправились на берег к военному прокурору. Капитан пытался доказать, что погрузка взрывчатых веществ таким образом крайне опасна. Аммонал следовало упаковывать в специальную тару или сосуд, и что рано или поздно кому-то придется за это отвечать. В это время на другой стороне бухты прослышались взрывы. Всего в паре километров саперы взрывали скалы, а здесь, неподалеку от взрывов, грузили на пароход тротил. Капитан и Старпом, ничего не добившись от военного прокурора, снова вернулись на борт. Был обеденный перерыв. На судне и в порту все тихо. Команда обедала на борту, а грузчики на берегу. Через несколько минут на пароходе раздался отчаянный крик: «Пожар в первом трюме!». Не ожидая приказаний, Старпом рванул вниз по трапам. Уже на берегу он услышал, как капитан звонил по телефону в машинное отделение, приказывал подать воду на палубу, открыть затворки и затопить носовые трюмы. Старпом, добежавший до первого трюма, и увидел, что из открытого люка, где хранился аммонал, поднимался дым. Все, кто находились на палубе, бросились тушить возгорание. Схватив пожарные шланги, матросы начали заливать трюм водой, но это оказалось малоэффективно. Не реагируя на воду, небольшое задымление моментально разрослось, и из трюма повалил густой черный дым. За ним поднялся столб желтого пламени. Из трюма начали вырываться столбы пламени выше мачт. Горящий аммонал дает температуру 2000 градусов по Цельсию. Матросы отступали от пламени ко второму трюму, в котором был тротил. Сорвав раструбы вентиляторов трюма, команда попыталась залить водой второй трюм. Однако еще более опасный груз находился в резиновых мешках, что сохраняло его сухим и взрывоопасным. Понимая всю опасность ситуации, капитан отдал приказ всем покинуть судно через корму, где были опущены шторм-трапы. В это время к судну на полном ходу несся буксир-спасатель «Адмирал Нахимов», а в порту была объявлена тревога. Суда, которые стояли в бухте, стали рубить швартовые и уходить на внешний рейд. Старпом и капитан покинули судно последними. К тому времени нос корабля полностью пылал. Через несколько минут последовал мощный взрыв. Находившиеся во втором трюме 400 тонн тротила под воздействием высокой температуры взорвались, полностью разрушив портовые сооружения на мысе Астафьево и вызвав значительные человеческие жертвы. В общей сложности во время взрыва погибли 105 человек. Это были члены экипажа, включая капитана, докеры, военнослужащие из состава конвойного подразделения, но больше всего оказалось заключенных – 49 человек. Еще около 200 человек получили различные ранения. Взрыв уничтожил не только пароход, но и всю прилегающую инфраструктуру на берегу в радиусе километра.
На такое расстояние улетел один из двух главных 15-тонных паровых котлов. Находившиеся в танках 2000 тонн мазута маслянистой пленкой покрыли весь залив и прилегающее побережье. Разрушения в порту были столь серьезными, что основная часть грузопотоков, включая перевозку заключенных на Колыму, была перенесена в порт Ванино. После взрыва парохода «Дальстрой» капитан парохода «Орел», который также был загружен аммоналом, потребовал срочной разгрузки. Баржа, на которую аммонал был выгружен, сгорела во время следствия по делу о взрыве Дальстроя, а через сутки после пожара на барже сгорел вагон с аммоналом на подъездных путях. В ходе расследования было установлено, что основной причиной пожара и взрыва в бухте Находка явилось преступно-халатное отношение отдельных работников Приморского управления Дальстроя к приему взрывчатки с железной дороги, хранению ее и погрузке на пароходы. Руководство базы Дальстроя в бухте Находка не обеспечило надлежащего хранения груза и допустило ряд грубейших нарушений порядка хранения взрывчатки. Прибывающая по железной дороге взрывчатка складировалась большими штабелями в непосредственной близости к остальным грузам, в том числе и к огнеопасным. При погрузке и в пути тара портилась, различные сорта взрывчатки перемешивались. Виновными в катастрофе были признаны руководители Приморского управления Дальстроя и складов. Все они были арестованы и привлечены к уголовной ответственности.